И снова здравствуйте! А вы уже подписаны на мой канал? Не забудьте подписаться, потому что впереди будет очень много интересных роликов. Поехали! Итак, вот эти ручки у меня на канале вы видели. И кто видел, тот помнит, с какими сложностями мы столкнулись. Руки были в запущенном состоянии, мы их долго и нудно приводили в порядок. Сегодня же эти ручки пришли небо и земля. То есть человеку помогла наша манипуляция. Если вдруг кто-то не знает, о чем я говорю, ссылочку оставлю в описании. Итак, у этой клиентки очень сильно вверх растущие мизинцы. Один мизинец мне удалось сразу нарастить таким образом, что он вернулся ко мне целенький, с ним все хорошо, все замечательно. А вот с этим мизинцем у нас произошла небольшая проблема. Я не смогла скорректировать его таким образом, чтобы он носился. То есть я подставила форму не совсем под тем углом, который был нужен. Из-за этого материала на стыке свободного края и ногтевого ложа осталось не так много, он получился тоненький, соответственно, этот мизинчик поломался. В данном случае мы будем его опять же наращивать, но я опять косячу. Опять же, я недостаточно выложила материала. Я боюсь, что этот мизинчик, если очень много материала на него выложить так, чтобы он носился, он будет толще, чем все остальные пальцы. То есть мне как мастеру нужно скорректировать, чтобы он и по толщине был нормальный, и в то же время был носибельный, потому что ноготочек натуральный прорезает материал вместе с лома. Итак, как я вам говорила, вот эту манипуляцию, которую я сейчас делаю, я повернула форму ниже, чем мне было необходимо, выкладываю материала немножечко больше, чем мне было необходимо, но этого опять же для этого пальца оказалось недостаточно, и через 3 дня клиентка пришла с ним поломанным. Так вот, в следующий раз я взяла и нарастила этот палец на стекловолокно, и благодаря этому я думаю, что он относится хорошо. Но если вдруг опять же будет поломан, мы с вами на следующей коррекции будем придумывать еще какие-то варианты развития событий. А кто сталкивался с такими клиентками, которые вечно ломают какой-то ноготь? Кто понимает, почему так происходит и какие варианты решения вы для себя нашли? Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что мне ваш опыт тоже будет полезен. Мы же тем временем выложили материал, опиливаем его фрезой, пилочкой, в общем, подготавливаем все к дизайну.
Итак, сегодня в качестве дизайна у нас будет рисованный френчик. Френчик моя клиентка захотела красно-черного цвета. То ли амбре, то ли градиент, но мы решили сделать красно-черные разводы. Это понравилось и моей клиентке, и это намного проще сделать на френче, чем выводить градиент или амбре. Тем временем при помощи косой кисточки мы прокрываем первым слоем красного цвета наш френчик, а далее тонкой кистью будем создавать на нем разводы из красного и черного цвета. Разводы мы делаем путем набирания на кисточку красного и черного оттенка одновременно. И сразу же по мокрому рисуем разводы такие, как нам хочется. Единственное, что следим здесь, чтобы не наделать капель в боках нашего ноготка, иначе наш квадратик расползется. Далее выравниваем поверхность финишем, бафим его под литье пигментами, потому что у нас же Новый год, а чем нельзя испортить новогодний дизайн? Конечно же, литьем. Ну и, собственно говоря, берем красочку без остаточной липкости и вырисовываем линии под литье. Красочка у нас без остаточной липкости. Сушить мы ее в лампе будем в течение 10 секунд. Потом будем затирать на нее пигмент. И у нас получатся красивые, тоненькие, изящные золотые линии, полностью покрытые золотым пигментом. Для того, чтобы пигмент не цеплялся куда нам не нужно, мы не обезжиривали ноготки после бафа и потом протерли их сухим спонжиком для снятия излишков. Далее на всю эту красотищу мы будем делать лепку. Лепку будем делать гелем пластилин, объемный бантик, но его вы увидите завтра, поэтому не забудьте подписаться на канал. Встретимся в новом уроке. Пока!